Сегодня ночью, 1 июля 2022 года, Россия, государство-террорист, выпустила несколько ракет по Одесской области и попала в жилые дома мирно спящих людей в поселке Сергеевка. Это курортный поселок в 80 километрах от Одессы. Мы там неоднократно бывали, снимали даже видео про этот поселок. И я вас уверяю, там нет ни одного военного объекта. Аптека Пирогова и вот Делика строительный магазин. Туда ракета попала. Вон там люди трупы выносят. Куча погибших. На данный момент сообщают про 20 погибших и 38 раненых. Из них 6 детей. Спрашивается, с кем вы воюете, россияне? Просто не можете победить украинскую армию, поэтому вы вымещаете свое зло на мирных жителях. В этом видео я хочу показать вам несколько кадров из наших старых съемок прошлогодних, чтобы вы могли понять, какой красивый этот поселок, какое это приятное место, уникальное курортное место, и куда именно намеренно стреляют россияне своими смертоносными ракетами. Сергеевка — это не только курортный поселок, здесь есть просто вот небольшой городок из 5-этажек и 9-этажек и, возможно, 16-этажек. Здесь центр цивилизации у них. Есть рынок, магазинчики все, вот это вот продуктовый магазин, вон там банкомат есть, Приватбанка, я вижу, аптека. Магазины стройматериалов, новая почта, кафе, бары и еще какие-то магазинчики. Ну и, понятное дело, целый ряд палаток всяких. Мы вам все подробно не будем показывать. Здесь всего достаточно. Ну, просто посмотрите атмосферу. Вот люди отдыхают. Здесь, в принципе, достаточно людно. Хотя море отсюда далеко. 2 километра надо идти только до лимана. Ну, может, 1,5 до лимана и еще целый километр до моря. В общем, можно сказать, это обычный район, похожий, скажем, на киевский Виноградарь какой-нибудь. Да. Местами. Похожий на какой-нибудь район в любом городе спальный. Сегодня многие знают, что произошло ночью в Одесской области. После 12 часов у нас была сирена. Ну, мы, как вы понимаете, уже к ней привыкли и особо внимания не обращали. Многие уже спали в это время, как оказалось, что было 2 попадания. Одно в 9-этажный дом. Есть, конечно же, пострадавшие и погибшие. Причем много, потому что, как вы понимаете, люди уже спокойно спали. 17 или 22 человека до сих пор не выяснено. Ну, сейчас, конечно же, пока это все происходит, еще неизвестно, еще, может быть, там еще кого-то найдут. В общем, ужас, что произошло. И вторая ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровске.
Сейчас Россия устроила настоящий террор в Украине. Не только в Сергеевку прилетает. За последнее время было попадание в жилой дом в Киеве, потом в торговый центр в Кременчуге. Каждый день прилетает в Харьков, в Николаев, в Очаков, в Днепр, в Кривой Рог, в Одессу. Каждый день мы ждем от России вот таких вот ужасных сюрпризов, неприятных. И мы уже не взываем к их человечности. Мы понимаем, что они, видимо, находятся под каким-то гипнозом. Часть из россиян называет это все фейками, а часть россиян понимает, что происходит, и поддерживает это. В Украине мы все поняли, что у россиян нет души. Россияне ее просрали.